единственная цель — избавить мир от этих проклятий, поэтому он поступает в магическую академию, чтобы сражаться с монстрами. Юдзи Итадори — обычный парень из современной Японии, которого с детства воспитывал заботливый, но вспыльчивый, упрямый дедушка. Он только начал учиться в старшей школе, когда его дедушка заболел и слег с неизлечимой болезнью. Его прозвали металлическим тигром Запада. Он известен своими выдающимися спортивными способностями, говорят, что он пробегает 100-метровку за 5,47 секунды. Несмотря на свои спортивные достижения, он состоит в оккультном клубе, который проводит ритуалы для общения с духами. Он ходит туда, потому что ему нравится проводить время с двумя друзьями, Сэцука Сасаки и Такэси Ибуки, и каждый день после 5 вечера он хочет быть свободным. В 17 часов 30 минут он бросает все и уходит из школы, чтобы навестить своего прикованного к постели дедушку в больнице, который просит его вступить в клуб и начать жить своей жизнью. Дедушка хочет рассказать Юдзи что-то о его родителях, но Юдзи отказывается слушать, говоря, что ему это не интересно. Пока он ставит цветы в вазу, дедушка тихо говорит ему, что у него есть сила, и он должен использовать ее, чтобы спасать других. Чтобы когда он будет умирать, его окружали люди, не похожие на него. После этого в комнате повисает неловкое молчание. Юдзи обычно зовет дедушку, но тот не отвечает. Сдерживая слезы, он зовет медсестер, чтобы они забрали тело его умершего дедушки. Заполняя документы для получения свидетельства о смерти, к нему подходит черноволосый парень по имени Мегуми Фушигура и говорит, что хочет с ним поговорить. Он сразу переходит к делу и просит Юдзи отдать ему проклятый предмет, который у него есть, показывая фотографию деревянной шкатулки с каким-то предметом внутри. Когда Юдзи узнает этот предмет, Мегуми объясняет, что большинство необъяснимых смертей и исчезновений вызваны проклятиями, которые формируются из негативных эмоций людей. Поэтому в школах и больницах часто случаются такие вещи. Поэтому в школах обычно прячут могущественный предмет, защищающий от проклятий. Но со временем печать, сдерживающая проклятие, разрушается, и другие проклятия собираются вокруг него, чтобы напитаться. В найденной им шкатулке находится одно из таких проклятий, и он должен отдать ее, пока не погибли люди. Он бросает шкатулку Мегуми, но говорит, что предмет внутри у Сатока Итаки. 1. Я собираюсь пойти в школу сегодня вечером, чтобы снять талисман и посмотреть, что будет. Мегуми выглядит испуганным и говорит Юдзи, что они умрут. Не теряя времени, он бежит к школе, а Юдзи бежит за ним, чтобы показать дорогу. Когда они приходят, Юдзи подбегает к воротам, но какая-то невидимая сила отталкивает его назад. Мегуми говорит ему оставаться на месте и перепрыгивает через ворота, чтобы найти их. Он сразу понимает, что школа уже захвачена проклятиями. Вскоре он встречает первое из них и призывает двух своих демонов-псов, чтобы они его съели. Тем временем Юдзи чувствует ауру смерти в школе и вспоминает о смерти своего дедушки. Хотя это было очень печально и он чувствовал себя одиноким, его дедушка умер достойной смертью, в отличие от его друзей-экстрасенсов, если они сегодня погибнут в школе. Эта мысль заставляет Юдзи действовать, и он врывается в окно, сбивая огромного проклятого, пожирающего его друзей. Ему удается вытащить Сацуки и Такаши, а Мегуми уничтожает проклятие с помощью своих собак. Юдзи спрашивает его, что это такое, и Мегуми отвечает, что это шикигами, тоже своего рода проклятие. Обычно проклятия не видны, если только кто-то не находится на грани смерти или в подобных местах. Когда Юдзи поднимает Сацуки, из ее кармана что-то выпадает. Юдзи поднимает это, и Мегуми говорит ему, что это особый предмет, палец Сукуны, и это чудо, что его еще не проглотили, потому что это главная цель проклятия. Если его съесть, то это увеличит силу проклятия. Юдзи бросает палец Мегуми, но вдруг из потолка над ними выскакивает проклятие. Мегуми быстро реагирует и отталкивает Юдзи, но проклятие хватает его. Он пытается сопротивляться, но проклятие швыряет его в стену, и она рушится. Проклятие преследует его, когда он с трудом приземляется снаружи и едва может двигаться. Юдзук пытается сдержать проклятие, но Мегуми приказывает ему бежать, потому что только проклятие может победить другое проклятие. В конце концов он оказывается в опасной близости от пасти проклятия и в отчаянии проглатывает палец в последней попытке. Мегуми уверена, что Юдзи умрет, потому что палец проклят, но вместо этого он наполняется новой сверхчеловеческой силой и разрывает проклятие на части. Проклятие ползет за ним, но Юдзи небрежно бьет его по голове, и оно тут же рассыпается. После этого на скулах Юдзи открываются два дополнительных глаза, и из его рта доносится незнакомый безумный смех. Он срывает с себя рубашку, чтобы избавиться от черных отметин по всему телу. Мегуми смотрит на Юдзи, потрясенная тем, что худший сценарий из ее предположений сбылся. Проклятие особой косы перевоплотилось и завладело телом Юдзи. Мегуми приговаривает Юдзи к смерти,
чтобы Сукуна мог вселиться в его тело. В этот момент отметины на теле Юдзи исчезают, и он снова говорит своим обычным голосом, утверждая, что все под контролем. Мегуми не знает, что делать, когда на место происшествия приходит парень с белыми волосами по имени Годжо Сатору и снимает повязку с глаз, чтобы проверить ситуацию. Он спрашивает Мегуми, нашел ли он проклятый предмет особого класса, на что Юдзи отвечает, что он его съел. Сначала он не верит, но внимательно осмотрев Юдзи сквозь повязку, понимает, что это правда. Чтобы проверить, контролирует ли Юдзи проклятие, Годжо просит его на 10 секунд отдать контроль Сукуне, после чего Юдзи должен снова его получить. Затем он поворачивается к нему спиной и начинает непринужденно болтать с Мегуми о покупках, которые он сделал по дороге сюда. Сукуна нападает на него сзади, но оказывается на четвереньках, а Годжо сидит на нем сверху и продолжает говорить. Сукуна снова нападает, но Годжо блокирует все его движения и медленно считает до 10. В 10 лет Сукуна недоверчиво бормочет, что он действительно не может завладеть этим телом, пока метки медленно исчезают, а лишние глаза закрываются. Увидев, что Юдзи приходит в норму, Годжо хлопает его по лбу, отчего тот теряет сознание и поднимает его. По словам Годжо, если Юдзи очнется без контроля Сукуны, он может стать чем-то вроде сосуда. Мегуми говорит, что не хочет, чтобы он умер, несмотря на правила колдунов дзюдзюцу, но Годжо обещает сделать все возможное. Юдзи просыпается в комнате, покрытой талисманами, а Годжо сидит перед ним на стуле. Годжо радостно рассказывает ему обо всем и, наконец, говорит, что его приговорили к смерти. Но не волнуйся, так как приговор отложили на неопределенный срок. Это звучит мрачно, но ладно. Он достает еще один палец из кармана и объясняет, что всего существует 20 таких проклятых предметов для 4 рук Сукуны, 6 из которых были найдены колдунами дзюдзюцу. Они не могут уничтожить их, что бы ни делали, потому что проклятие очень сильное. Неожиданно перед ними появился Юдзи. По какой-то причине он может противостоять контролю Сукуны, что делает его сосудом. Когда он умрет, проклятие внутри него тоже умрет. Поэтому Годжо убедил начальство отложить его смертный приговор до тех пор, пока он не поглотит все 20 пальцев. Юдзи может либо умереть прямо сейчас, либо после того, как поглотит все 20 пальцев. Может, ему понравится вкус проклятого человеческого пальца, потому что он решил жить, пока не проглотит их все. Он навещает Такеши, который лежит в больнице в коме. Сэцука, которая уже там, начинает плакать и берет на себя всю вину за случившееся. Юдзи говорит ей, что это не ее вина и что скоро кто-нибудь придет и вылечит Такеши. После этого он прощается с ними. Годжо сопровождает его, когда тело его дедушки кремируют. Собирая пепел, он спрашивает, станет ли смертей меньше, если мир избавится от проклятия Сукуны. Годжо отвечает утвердительно. Он вспоминает последние слова своего дедушки и принимает решение. Он просит у Годжо палец и проглатывает его. На его лице снова появляются метки, и он начинает биться в конвульсиях, из-за чего Годжо приходит в замешательство. Он некоторое время шатается, а потом начинает хихикать и говорит своим обычным голосом, что это было отвратительно на вкус. Годжо хвалит его и говорит, чтобы он собирал вещи, потому что на следующий день они едут в Токио. Мегуми, который тоже заходит в комнату, объясняет, что он переводится в Токийскую школу технического волшебства, одно из 2 учебных заведений, где они будут учиться на 1-м курсе. Школа находится в тихом пригороде Токио и официально считается частным религиозным учреждением. В первый же день в школе Годжо ведет его к директору на собеседование. Когда они выходят, у Юдзи на щеке появляется рот, а потом и на руке, когда он пытается его закрыть. «Мичи, это ты?» Сукуна благодарит Годжо за то, что тот помог ему вырасти, и обещает убить его первым. Годжо считает честью, что Сукуна выбрал его, и объясняет, что Сукуна был человеком, который жил 1000 лет назад и наводил ужас на мир во времена Золотого века дзюдзюцу. Двуликий, с невероятной силой, даже самые могущественные колдуны не могли его победить. После смерти он продолжает жить в этом мире благодаря своему проклятому предмету. Когда Юдзи спрашивает его, кто бы победил в схватке, он или Сукуна, он уверенно отвечает, что он. Юдзи и Годжо заходят в тускло освещенную комнату, где мужчина с грубыми чертами лица делает мягкие игрушки. Годжо представляет его как директора школы Масамичи Яга. Директор спрашивает Юдзи, что он собирается делать в школе дзюдзюцу. Сначала Юдзи теряется, но говорит, что хочет собрать все пальцы Сукуны, потому что так хотел его дедушка. Директор не одобряет его решение, потому что так ему сказали, и накладывает проклятие на одну из игрушек, чтобы она напала на Юдзи. Уклоняясь от ее удивительно сильных ударов, директор продолжает убеждать его найти настоящую причину. В конце концов, игрушка побеждает его. В этот момент он задает Юдзи важный вопрос. Будет ли Юдзи винить своего дедушку, если его убьет проклятие? Игрушка наносит удар снизу, от которого Юдзи отлетает, и пока он летит, понимает, что все, что у него получалось раньше, например, спорт, мог бы делать кто-то другой. Он, наконец, дает отпор и душит игрушку сзади, говоря директору, что уничтожить Сукуну может только он, поэтому он хочет это сделать.
Даже если бы у него не было этого смертного приговора, он бы всю оставшуюся жизнь жалел, что ничего не сделал, зная, что зло рядом. Директор кажется доволен таким ответом и пропускает его. Годжо показывает ему комнату в общежитии, которая находится рядом с комнатой Мегуми, который не так рад этому, как Юдзи. Годжо объясняет, что Юдзи будет сопровождать их в поисках остальных пальцев, которые будут служить чем-то вроде радаров, а Цукума будет говорить им, где они прячутся, потому что хочет полностью раскрыть свой потенциал. Но сначала им нужно будет завтра поехать на вокзал, чтобы встретить Нарагу Кугисаки, которая тоже поступила в этом году. Юдзи удивляется, почему в школе так мало учеников, но на это есть простое объяснение. Мегуми говорит, что очень немногие люди могут видеть проклятие, поэтому большинство людей не могут стать колдунами дзюдзюцу. Они видят, как Нора пристает к агенту по набору персонала, чтобы ее взяли на работу в Мадлен. Она бросает взгляд на парней и тяжело вздыхает. Она представляется и говорит, что им повезло, что в их группе есть такая красивая девушка. Так что, если говорить мягко, первое впечатление о ней, что она очень уверена в себе. Поскольку они все из провинции, Годжо предлагает им экскурсию по Токио. Юдзи и Нора с нетерпением ждут возможности посмотреть достопримечательности, но их радость быстро улетучивается, когда их первая остановка в Рапанжи оказывается миссией по изгнанию проклятий. Он отправляет разочарованную парочку на тренировку с проклятием в качестве полевого испытания. Хотя у Юдзи есть проклятая энергия, ему понадобится время, чтобы научиться ей управлять, поэтому Годжо дает ему проклятый инструмент под названием Демон-убийца. Напоследок Годжо советует ему не выпускать Цукума. Набара воспринимает это задание как испытание, которое нужно пройти как можно скорее. Она предлагает разделиться, она спустится с верхнего этажа, а он поднимется. Пока они оба внутри, Годжо и Мегуми обсуждают цель этого задания. Годжо говорит, что это испытание на самом деле для Набары, потому что Юдзи, кажется, уже привык убивать проклятия, даже если они принимают пугающие искаженные формы. Но все еще неизвестно, достаточно ли она безумна, чтобы преодолеть свой страх и отвращение и победить проклятие. Мегуми спрашивает, не поздновато ли для такого испытания, ведь она уже сталкивалась с Хамелем и другими, но Годжо отвечает, что она всю жизнь имела дело с деревенскими проклятиями. Поскольку количество проклятий растет пропорционально количеству людей, городские проклятия намного сильнее деревенских. Она поднимается по лестнице и видит этаж полный манекенов, но чувствует что-то необычное. Она обращается к манекену в центре и говорит, что он никого не обманет и должен показать, что он проклятие. Когда ответа не следует, она достает молоток с сердечком и 2 гвоздями, наполняет их проклятой энергией и бросает в голову манекена. Тот отшатывается и открывается множество глаз, доказывая, что это замаскированное проклятие. Она щелкает пальцами, чтобы гвозди вошли глубже и влили еще больше проклятой энергии, и голова манекена взрывается. Она видит, как на пол падает металлический стержень, и замечает ребенка, прячущегося за коробками. Она говорит ему, что опасность миновала и он может бежать, но он слишком напуган, чтобы сделать это. Она уже собиралась позвать Юдзи на помощь, но тут появилось высокоинтеллектуальное проклятие и захватило ребенка в заложники. На мгновение она задумалась, не бросить ли ей ребенка, чтобы спасти свою жизнь, но в конце концов она бросила оружие и попросила проклятие отпустить мальчика. Проклятие лишь усмехнулось и не отпустило ребенка. Набуро, ожидавшая этого, приготовилась к смерти, но сожалела лишь о том, что больше никогда не увидит девушку по имени Сари. Однако, прежде чем проклятие успело что-то сделать, Юдзи пробил стену и отрубил проклятию руку, чтобы забрать ребенка. Проклятие сбежало, но Набуро схватила отрубленную руку, бросила на нее соломенную куклу и прибила гвоздем, чтобы проклятие не смогло ей навредить. Избавившись от проклятия, Юдзи спросил, почему она присоединилась к техникам дзюцу. Она дерзко ответила, что присоединилась, потому что это был единственный способ переехать в город, не беспокоясь о деньгах. В воспоминаниях мы узнаем, что Саре была городской девушкой, которая переехала в деревню, когда Набуро была совсем маленькой. Она была очень доброй и заботливой, и они стали близкими подругами. Однако местные жители завидовали ей и опасались, что она смотрит на них свысока, потому что она была из города. Они ужасно обращались с ней, и в конце концов она уехала. После этого Набуро поняла, что больше не может жить в родном городе. На следующий год первокурсников отправили разобраться с потенциальным проклятием особого уровня, которое появилось над тюрьмой. Для ясности, проклятие делится по силе от 4-го уровня до особого уровня. Обычно за такой особой, которая может превратиться в проклятие высшего уровня, посылают колдуна, но Годжо уехал по делам, поэтому задание поручили первокурсникам. Их сопровождает Киётака Идзики, который предупреждает, что они ни в коем случае не должны вступать в бой. Их задача — найти выживших и помочь им, потому что внутри матки еще 5 заключенных. Он создает завесу, которая скрывает их от посторонних глаз, а Мегуми призывает одну из своих собак, чтобы она помогла им обнаружить проклятие. Они входят в здание, которое должно быть двухэтажным общежитием, но вместо этого видят огромное пространство, заполненное изогнутыми трубами. Они входят в дверь, за которой оказываются в огромном, созданном могущественным проклятием пространстве. Вскоре они находят изуродованные тела 3 заключенных, один из которых — сын женщины, которая ждет его возвращения. Юдзи хочет забрать тело с собой, чтобы отдать его матери, но Мегуми настаивает, что они должны оставить его, чтобы у них был шанс выжить.
Они начинают спорить, но Набара говорит им, чтобы они заткнулись. Время и место, люди, время и место. Крича на них, она внезапно проваливается сквозь пол. Мегуми встревожен, он думает, что его собака должна была предупредить их о проклятии, но оборачивается и видит, что она мертва и лежит на стене. Вот тут я ставлю точку и оставляю собаку в покое. Мегуми говорит Юдзи, что им нужно бежать, и они могут вернуться за Набарой, но замолкает на полуслове, когда по его спине пробегает холодок. Между ними возникает проклятие особого уровня, и ни один из них не может пошевелиться. Юдзи пытается дотянуться до Сукуны, но проклятие тут же отрубает ему руку. Он пытается остановить кровотечение, туго перетянув руку ремнем, и пытается вытащить Сукуну, говоря, что если он умрет, то и Сукуна умрет тоже. Демон поправляет его, говоря, что от него еще осталось 18 частей, так что он не волнуется, но поскольку он не может контролировать свое тело, Юдзи может делать все, что захочет. Однако, если он позволит Сукуне взять контроль, тот убьет и Набару, и Мегуми, прежде чем это проклятие сможет сделать это. Не имея выбора, Юдзи говорит Мегуми, чтобы тот убегал вместе с Набарой, а потом подал ему какой-нибудь сигнал, чтобы он мог передать Сукуне эстафету. Мегуми сначала отказывается, но в конце концов соглашается. Он призывает летающего Шикигами, чтобы сбежать, и выпускает своих демонических псов, чтобы они нашли ее. Тем временем Юдзи изо всех сил пытается противостоять проклятию, не имея ни малейшего представления, как использовать энергию проклятия. Очевидно, что его швыряет из стороны в сторону, как игрушку, и когда он пытается противостоять вспышкам энергии, пальцы на другой руке начинают рассыпаться. А в голове всплывают мысли о страхе и сожалении. Он уже готов сдаться, когда его осеняет. Проклятие возникает из человеческих эмоций, поэтому он направляет весь свой страх, ненависть и сожаление в кулак, чтобы высвободить энергию проклятия. Он бросается на проклятие с кулаком, наполненным энергией, но проклятие просто блокирует его удар рукой. К счастью, он слышит вой божественных псов Мегуми и понимает, что они вернулись целыми и невредимыми. Он позволяет Сукуне взять контроль, и проклятие тут же замечает перемену в силе и начинает нервничать. Вместо того, чтобы атаковать проклятие, Сукуна придумывает, как бы ему подшутить над Юдзи, но понимает, что не может пойти прямо к Мегуми, потому что тот просто переключится обратно. Вместо этого он решает выманить проклятие, чтобы убить Мегуми. Однако проклятие не следует за ним, когда он вежливо просит и пытается напасть на него. Он восстанавливает руки Юдзи, блокирует проклятие и начинает жестоко атаковать его. В итоге он отрубает проклятию конечности и прибивает их к стене. Проклятие отращивает себе новые конечности, чтобы снова напасть на него, и выглядит очень довольным собой, поэтому Сукуна решает, что пора показать ему, на что он способен. И Юдзи использует технику проклятия, расширение домена, чтобы создать свой собственный домен, названный зловещим храмом. Проклятие рассыпается на куски от одного его вида. Сукуна вытаскивает палец из тела проклятия и уходит, прежде чем оно полностью исчезнет. Он неохотно говорит Юдзи, что работа сделана, и что если он хочет переключиться обратно, то может сделать это прямо сейчас. Проходит несколько мгновений, но Сукуна не получает ответа. Мегуми чувствует присутствие проклятия особого класса в восьмидольном пространстве, так что Юдзи остается только вернуться целым и невредимым. По его спине снова пробегает холодок, и он понимает, что Сукуна стоит позади него. Сукуна насмешливо сообщает ему, что Юдзи не может переключиться обратно, но это лишь вопрос времени. Поэтому Сукуна берет его в заложники, достает из груди его сердце и вырывает его, потому что ему оно не нужно, чтобы продолжать использовать это тело. Но Юдзи умрет, если переключиться обратно. В качестве дополнительной меры он проглатывает палец, полученный в результате проклятия. Затем он решает убить Мегуми просто так, ради забавы. Мегуми считает, что Юдзи вернется, как только сможет, и что хотя Сукуне не нужно сердце для жизни, оно должно быть сильно ослабило его. Он решает заставить Сукуну думать, что ему нужно исцелить сердце, чтобы сразиться с ним, и тогда Юдзи сможет вернуть контроль над телом. Он нападает на него, а также бьет его кулаками, но Сукуна уклоняется от всех его ударов, как будто играет с ребенком. Он призывает Орочи, гигантского змея, чтобы схватить Сукуну, и два Шикигами пытаются напасть на него. Но он тут же уничтожает змею и появляется позади Мегуми, чтобы швырнуть его через весь центр заключения. Новый Шикигами подлетает к нему и помогает ему приземлиться. Потеряв свою белую божественную собаку в Орочи, он выпускает нового Шикигами, прежде чем тот тоже будет уничтожен. Сукуна понимает, что Мегуми использует тени для создания своих Шикигами, в отличие от обычной техники чар. Ему это кажется интересным, и он говорит, что зря Мегуми сбежал от проклятия особого уровня. Он спрашивает, почему он рискует своей жизнью ради Юдзи, который, кажется, этого не стоит. Мегуми вспоминает девушку с добрыми глазами, которая однажды сказала ему, что если бы у нее было время проклинать людей, она бы использовала его, чтобы думать о своих близких. Несмотря на то, что она была хорошим человеком во всех отношениях, ее постигла трагическая и несправедливая судьба. С тех пор Мегуми решил спасать хороших людей и давать им справедливость в жизни, поэтому он так упорно борется за Юдзи. Он готовится к бою, но останавливается, когда замечает, что метки Сукуны исчезают. Мегуми
Мегуми говорит Юдзи, что никогда не жалел о том, что спас ему жизнь, хоть это и было опасно, потому что знал, что Юдзи хороший человек. Юдзи, который снова может управлять своим телом, благодарит его и говорит, что они с Набаро должны прожить долгую жизнь, пока он истекает кровью. Через несколько секунд он падает на колени и умирает, но перед этим широко улыбается. Когда Годжо возвращается в город, Киотака рассказывает ему о произошедшем в морге. Годжо подозревает, что начальство использовало проклятие особого класса и его отсутствие, чтобы отправить первокурсников на задание, для которого они были явно не готовы. В надежде убить Юдзи, потому что им не понравилось решение отсрочить его смертный приговор. Эта мысль так злит его, что он хочет убить всех вышестоящих, и бедный Киотака боится его. К его огромному облегчению в комнату заходит школьный врач по имени Сёка Ари и разряжает обстановку. Она снимает простыню с мертвого тела Юдзи, предвкушая, как будет его препарировать и изучать. Тем временем Мегуми и Набуро скорбят о потере своего товарища. К ним подходит старшеклассница второго курса Маки Зенин, которая отчитывает Мегуми за то, что он назвал ее по фамилии из уважения. Она лучшая в обращении с проклятыми предметами. За ней следуют двое других второкурсников, говорящая панда по имени Панда и пользователь проклятой речи, который говорит только о рисе по имени Тоги Инамаки. Панда извиняется за то, что они пришли не вовремя, но приглашает их принять участие в мероприятии по обмену между школами Киото. Обычно в нем участвуют второкурсники и третьекурсники, но третьекурсников почему-то отстранили от участия. Это ежегодное двухдневное мероприятие, на котором ученики из обеих школ встречаются и участвуют в соревнованиях, организованных директорами. Мегуми и Набара соглашаются участвовать и готовятся к соревнованиям. В это время в теле Юдзи происходит много всего. Сукуна сидит на роскошном троне, возвышаясь над Юдзи, который кричит на него за то, что он его убил. Юдзи пытается ударить Сукуну, но, конечно же, у него ничего не получается, и Сукуна садится на него сверху, объясняя, что они находятся в его родном измерении. Он хочет воскресить Юдзи, утверждая, что хочет кое-что увидеть, и вспоминает, как Мегуми готовилась ко второй атаке. Он предлагает заключить договор, по которому Сукуна воскресит их, если Юдзи позволит ему использовать свое тело в течение минуты после пробуждения, и не будет помнить об этом договоре. Юдзи отказывается, потому что не доверяет ему и не хочет, чтобы он использовал его тело после того, что произошло в прошлый раз. Тогда Сукуна обещает, что не будет никого убивать или причинять вред в течение этой минуты и уверяет, что если между колдунами дзюдзюцу заключен договор, то нарушивший его будет наказан. Юдзи сначала притворяется, что согласен, но потом отказывается и требует, чтобы Сукуна воскресил их без каких-либо условий. Они договариваются сразиться друг с другом насмерть, и победитель будет решать условия. Сразу после этого Сукуна разрезает Юдзи пополам. Тем временем Киотака, нервничая, оказывается в одной комнате с Годжо, который начинает монолог о том, почему он стал учителем. Понятно, что те, кто наверху, консервативны и трусливы, поэтому он считает, что в мире дзюдзюцу давно пора устроить революцию. Он мог бы убить всех вышестоящих, но на их место пришли бы такие же люди, и это вызвало бы недовольство Годжо, и у него не осталось бы сторонников. Вместо этого он решил обучать молодых и перспективных магов, чтобы они могли что-то изменить, когда вырастут. Сёка зовет их, когда готова начать вскрытие, но к всеобщему удивлению и небольшому разочарованию Сёка, Юдзи встает и приветствует их. Позже Годжо просит Сёка внести Юдзи в список погибших, чтобы дать ему время восстановить силы, прежде чем на него снова нападут. Он планирует, что Юдзи вернется к соревнованиям в школе сестры Киото через 1,5 месяца. Пока Мегуми и Нобера тренируются со второкурсниками, Годжо тайно тренирует Юдзи. По его словам, Юдзи лучше в ближнем бою, чем другие первокурсники, но ему нужно изучить основы дзюдзюцу и научиться контролировать проклятую энергию. Сначала он демонстрирует важную концепцию на 2 банках с соком. Он одновременно с силой толкает одну банку и поворачивает другую, объясняя, что в первой он использовал проклятую энергию, а во второй – проклятую технику. Юдзи это непонятно, поэтому Годжо сравнивает проклятую энергию с электричеством, а проклятые техники с приборами. Контролировать чистую проклятую энергию сложно и грубо, как и электричество, но ее можно использовать для выполнения задач с помощью приборов. Точно так же проклятые техники можно использовать, направляя проклятую энергию для создания мощных и контролируемых эффектов. Юдзи воодушевился, узнав о проклятых техниках, но Годжо охладил его пыл, сказав, что все маги рождаются с проклятыми техниками, кроме использования шикигами и создания простых барьеров. Вместо этого Юдзи должен сосредоточиться на том, чтобы интегрировать проклятую энергию в свой боевой стиль. Он вспоминает, что уже успешно сделал это однажды, когда столкнулся с проклятием особого уровня в изоляторе, и Годжо предлагает ему попробовать снова. Юдзи бьет кулаком по ладони, но проклятой энергии нет. Годжо объясняет, что он, вероятно, создал всю эту проклятую энергию,
потому что в изоляторе был переполнен негативными эмоциями. Но ему еще предстоит научиться создавать проклятую энергию при малейшем всплеске эмоций, а также не тратить ее впустую, когда он переполнен эмоциями. Юдзи будет тренироваться, просматривая бесконечное количество фильмов с разными эмоциями в компании куклы проклятого трупа, которая будет нападать на него, если перестанет получать стабильный поток определенного количества проклятой энергии. Первая цель – посмотреть весь фильм, не разбудив куклу, и научиться поддерживать стабильный поток проклятой энергии, независимо от того, какие эмоции он испытывает. Постепенно Годжо будет увеличивать количество проклятой энергии, необходимое кукле, чтобы она оставалась спокойной. Перед уходом он спрашивает Юдзи, разговаривал ли он с Сукуной, когда тот был мертв, и заключал ли с ним какой-нибудь договор. Юдзи отвечает, что кажется, они о чем-то говорили, но он не помнит, о чем именно. После этого он оставляет Юдзи, чтобы тот усердно тренировался, просматривая фильмы. Он говорит Киетаке, чтобы тот остановил машину, выходит и велит ему ехать дальше без него. Киетака решает, что лучше не задавать вопросов, и уезжает. Вскоре после того, как машина скрывается из виду, на Гадзё нападает одноглазый урод. Урод создает рядом с Гадзё небольшой вулкан и стреляет в него раскаленной лавой, сжигая все вокруг. Урод бормочет, что справиться с Гадзё было легко, но дым постепенно рассеивается, и Гадзё все еще стоит там, поглощая лаву вокруг себя. Он понимает, что урод – проклятый дух, который каким-то образом может ясно говорить и, вероятно, сильнее Сукуны Куруми. Дух выпускает в него маленьких летающих существ, называемых огненными насекомыми, но Гадзё успевает их остановить. Они издают неприятный звук, а потом вспыхивают пламенем. Затем дух подходит ближе, чтобы поджечь его, коснувшись, и снова ошибочно думает, что победил Гадзё. То, что он все еще жив, удивляет духа, потому что он уверен, что на этот раз коснулся Годзё. Но тот поправляет его, говоря, что он коснулся бесконечности, которая находится между ними. В качестве наглядной демонстрации он просит духа коснуться его руки. Дух протягивает руку, чтобы коснуться его, но не может полностью преодолеть расстояние между ними. Годзё объясняет, что его рука на самом деле не была остановлена, но чем ближе она к нему, тем медленнее движется. Годзё сокращает расстояние между ними, переплетая пальцы, а затем наносит удар. После этого начинается односторонний бой, в котором Годзё побеждает духа. Пока дух приходит в себя после одного из ударов, Годжо исчезает со сцены, чтобы проверить Юдзи, который полностью погружен в фильм, но не реагирует на проклятую куклу трупа. Даже когда Годжо с ним разговаривает, кукла не реагирует, что доказывает, что Юдзи научился контролировать свою проклятую энергию с невероятной скоростью. Впечатленный Годжо забирает Юдзи туда, где находится дух, чтобы показать ему вершину техники дзюдзюцу, домен и расширение. Проклятый дух узнает в Юдзи сосуд Цукума и задается вопросом, что задумал Годжо. Похоже, дух здесь, чтобы осуществить какой-то грандиозный план, который заключается в том, чтобы вывести Годжо из строя и заставить Юдзи и Сукуну присоединиться к нему. Это заставляет его подозревать, что Годжо уже раскусил их планы и привел Юдзи, потому что знает, что дух не может его убить. Однако Годжо отрицает, что привел его в качестве щита, и утверждает, что привел его сюда только для дополнительного урока, даже намекая, что опасности нет, потому что дух слаб. Это приводит духа в ярость, и он буквально выходит из себя. Он использует расширение домена, чтобы затянуть их в свой домен, называемый Железной горой. Как и любой хороший учитель, Ходгер начинает объяснять Юдзи, что домены — это ландшафты, наполненные проклятыми техниками, созданными за счет огромного количества проклятой энергии. Хотя это требует больших затрат проклятой энергии, создание домена дает много преимуществ. Колдун автоматически получает бонусы к характеристикам благодаря факторам окружающей среды домена, и все проклятые техники, заложенные в домене, гарантированно поражают цель. Однако есть способы справиться с этим. Первый — блокировать его своей проклятой техникой. Второй — пытается сбежать из домена, что обычно невозможно. Наконец, последний способ — создать свой собственный домен, потому что когда созданы два домена, более совершенный из них доминирует. Именно тогда Годжо снимает повязку с глаз, чтобы показать свои ярко-голубые глаза, и использует технику домена, чтобы открыть свой бесконечный домен пустоты. Он приглашает своих гостей-духов в свой внутренний мир безграничности, бесконечное пространство, которое подчиняет своих жертв невыносимому ощущению бесконечности. Дух ничего не может сделать и, по сути, застывает на месте. Годжо говорит, что пощадит духа, потому что у него есть к нему вопросы, и отрывает ему голову. После этого его домен разрушается, и он наступает на все еще живого, но ошеломленного духа, чтобы спросить, кто послал за ним проклятого духа. Дух отказывается отвечать. Пока Годжо допрашивает его, из земли вырастает огромное растение с цветочной клумбой вокруг. Годжо и Юдзи
очарованы красотой цветов и отвлекаются. Однако Годжо быстро приходит в себя, понимая, что это проклятая техника, которая ослабляет их желание сражаться. Но уже слишком поздно, потому что другой проклятый дух хватает голову мистера Вулкана и убегает. Годжо не придает этому значения и говорит Юдзи, что хочет, чтобы он и его одноклассники стали достаточно сильными, чтобы сражаться с такими могущественными проклятыми духами. Он ускорит их тренировки, заставляя их смотреть больше фильмов и сражаться с Годжо в течение следующего месяца. После этого он будет выполнять более сложные задания, чтобы учиться на практике, и сможет продемонстрировать свои новые приемы на мероприятии по обмену. Это захватывающе. Наступил день приезда директора Киёны и его учеников. Второкурсники обсуждают между собой, что они беспокоятся о том, что могут навредить первокурсникам, потому что директор Киотской школы, один из высокопоставленных чиновников, причастных к решению о сотрудничестве с Центром временного содержания, погиб. Однако Маки считает, что настоящей целью был Юдзи, и теперь, когда он мертв, ни о чем беспокоиться. На самом деле, им стоит больше беспокоиться о студентах, которые, похоже, любят издеваться над токийскими студентами. Кстати, о них двое студентов из Киото, здоровяк по имени Оитота и сестра-близнец Маки по имени Майзенин, подходят к Мегуми и Набаре. Сразу же Мэй начинает их подкалывать, говоря, что им все равно, и они даже рады, что их одноклассник Юдзи умер, потому что он был наполовину монстром, который нагло притворялся колдуном. Аи говорит ей заткнуться, потому что его интересует только одно – подходят ли эти первокурсники на замену Акацу. Еще один второкурсник, которого мы не видели, потому что он уехал по делам. В противостоянии, которое больше похоже на комедию, Тона начинает драку с Мегуми из-за его предпочтений в женщинах, а Мэй не дает Набаре вмешаться. Зная Тона как специалиста по ближним боям, который уничтожил 5 проклятий первого уровня и одно проклятие особого уровня во время прошлогодней атаки проклятий, организованной пользователем проклятий, Мегуми пытается держаться на расстоянии во время боя. Однако он проигрывает Тота, пока не решает выложиться на полную. Но прежде чем он успевает это сделать, Тадзё использует свою проклятую речь, чтобы заставить Тота остановиться, а Панда оттесняет его на безопасное расстояние. Почувствовав, что Мегуми вот-вот покажет свои настоящие способности, Тота говорит, что с нетерпением ждет обмена и уходит. Тем временем Набара и Мэй тоже ссорятся, и Набара в итоге проигрывает и лежит на полу, а Мэй направляет на нее пистолет. Маки заходит, чтобы защитить Набару, и сестры начинают спорить, из чего мы узнаем, что у Мэй почти нет проклятых техник, и она может только наполнять предметы проклятой энергией. А у Маки вообще нет проклятой энергии. Пока они спорят, Набара встает и хватает Мэй за руки. К счастью, ситуация не обостряется, потому что Тота говорит, что им нужно уходить, если они хотят успеть на экскурсию. Пока Набара и Маки идут вместе, Набара спрашивает Маки, правда ли, что у нее нет проклятой энергии. Маки признается в этом и объясняет, что ей нужны эти очки, чтобы видеть проклятие, и она использует только оружие, уже наполненное проклятой энергией. Она учится на колдуна из-за того, что ее семья много лет относилась к ней свысока. Тем временем Гаджо встречается с директором Гакугандзи, который ожидал увидеть директора Масамичи, чтобы обсудить его участие в плане убийства Юдзи. Он упоминает двух проклятий особого уровня, которые напали на него на днях, прошлогоднюю атаку Джиру Субару, невероятную силу некоторых учеников, таких как Акацу, и появление сосуда Сукуны, чтобы подчеркнуть, что консервативное отношение и стена из традиционных законов, которую выстроили высшие чины, чтобы сдерживать силу, обернется против них. И Гаджо будет не единственным, кто скоро выступит против них. В Токио над робким и непопулярным учеником по имени Джунпей Есина издевается группа хулиганов, которые ложно обвиняют его в том, что он непристойно пялится на одноклассницу. Во имя справедливости они избивают его до тех пор, пока его форма не превращается в лохмотья, и смеются над его страданиями. Однажды он пропускает школу, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, но, к несчастью для него, те же самые хулиганы сидят прямо перед ним. Они громко и развязно разговаривают на протяжении всего фильма, как будто это их место. Внезапно позади них появляется человек с длинными седыми волосами и говорит им, чтобы они вели себя прилично, иначе он их убьет и оставит их изуродованные тела. Юдзи, испугавшись, идет за ним, чтобы поговорить, и спрашивает, может ли он тоже так поступать с людьми. Заклинатели дзюдзюцу получают доступ к месту преступления раньше полиции. Юдзи отправляют с наставником, заклинателем первого ранга Кента Нанами, расследовать это дело. Кента – строгий учитель, который не любит читать нотации в отличие от Годжо. И он усложняет жизнь Юдзи, рассказывая ему о проклятых остатках, которые представляют собой слабые следы проклятой энергии, остающиеся после использования проклятой техники. Юдзи внимательно смотрит и замечает след, оставленный пользователем проклятия, и они идут по нему, чтобы найти виновника. Они подозревают, что за этим стоит проклятый дух, потому что на кадрах с камер наблюдения в кинотеатре никого не было видно, кроме еще одного обычного старшеклассника. В конце концов они сталкиваются с двумя проклятиями, и Ами распределяет их между ними. Во время борьбы со своим проклятием он монотонно объясняет, что его техника позволяет ему создавать слабые места на теле противника в соотношении 7 к 3 на невидимой линии.
проходящий через все тело, что позволяет ему наносить сильные удары даже по более сильным противникам. Он демонстрирует эту технику, одним ударом отсекая конечности проклятия. Юдзи замечает, что он смог победить его, даже не обнажая клинок и не используя его обратную сторону. Юдзи сталкивается со своим собственным проклятием и использует прием, который он разработал с помощью Годжо во время тренировок под названием «Рассекающий кулак». Годжо известен тем, что между его ударами и проклятой энергией есть небольшая задержка, что позволяет ему превращать один удар в два. Он пробивает дыру в теле проклятия с помощью своего рассекающего кулака. Нанами отвлекается, наблюдая за его боем, и понимает, что ему все еще нужно тренировать свое проклятие. Однако он замечает часы на руке одного из проклятий и говорит Юдзи не тренировать противника, потому что подозревает, что они все это время сражались с людьми. Расследование Шако подтверждает его подозрения. Она сообщает ему, что тела жертв были изменены с помощью какой-то техники проклятия, точно так же, как в кинотеатре. Она отмечает, что эта техника, похоже, изменила природу их мозгового ствола, что могло вызвать у них замешательство и позволить им использовать проклятую энергию. В конце концов, она пытается утешить Юдзи, говоря, что они умерли от шока, вызванного серьезной модификацией их тел, так что он их не убивал. После звонка Нанами и Юдзи понимают, что столкнулись с сильным противником и готовятся к бою. Тем временем загадочный седовласый человек представляется как Махита и уводит Дзюнпея под землю, чтобы ответить на его вопросы. Он объясняет, что существуют особые проклятые духи, называемые потенциальными духами особого ранга, которые формируются из коллективных страхов людей. Например, Кровавая Мэри и Девятихвостая Лиса. Это не только страх перед сказочными призраками, но и разрушительная сила природы, которая привела к появлению могущественных и мудрых проклятых духов, превосходящих воображение. Махита объясняет, что он тоже является проклятым духом, рожденным из ненависти и страха людей. На следующий день Нанами сообщает, что он близок к тому, чтобы найти убежище их цели. Тем временем Юдзи и Киотака должны допросить другого студента, Дзюнпея, потому что он подозревается в том, что стоит за этим происшествием. После ухода Юдзи Киотака спрашивает Нанами, нашел ли он уже убежище, на что тот отвечает, что, конечно, нашел. Но предпочел бы не втягивать Юдзи, который еще слишком молод для такой опасной операции. Дзюнпё и Махита продолжают говорить друг с другом о том, как они ненавидят людей. Махита показывает ему один из своих экспериментов, большую пурпурную каплю с глазами, и объясняет, что хочет узнать, насколько большим может быть человек. Он протягивает Дзюнпё еще один из своих подопытных. Он проверял, насколько маленькими могут быть люди с помощью этого. Его поражает спокойствие и безразличие Дзюнпея, когда он видит их. Дзюнпё объясняет, что он знает о людях больше, чем кто-либо другой, поэтому он равнодушен, когда видит незнакомых мертвых или страдающих людей. Видя всю его ненависть, Махита подстрекает его и говорит, что он может делать с людьми все, что захочет, потому что он полностью его поддерживает. Юдзи и Киотака находят Дзюнпая возле его дома. Он одет в повседневную одежду, значит, он прогуливает школу. Юдзи идет за ним по улице, чтобы дождаться, пока они не окажутся в безлюдном месте, и запускает проклятие низкого уровня, даже не 4-го ранга, чтобы проверить, есть ли у него способности к дзюдзюцу. Если есть, то его нужно немедленно задержать и допросить об этом инциденте. Тем временем Нанами проникает в подземное убежище Махита. Махита рад, что это Годжо Сатору, а Нанами надеется, что все закончится быстро, потому что не хочет работать сверхурочно. Он отмечает сходство между Махита и Годжо, особенно их легкомысленный и несерьезный характер, который скрывает их зловещую и мощную силу. Он отрубает Махита руку с помощью своей техники ратио. Однако Махита быстро отращивает ее, объясняя, что у него есть проклятая техника бездействия, которая изменяет форму души. Тело — это всего лишь проекция души, и его форма зависит от формы души. Так что он не исцеляется. Он просто поддерживает форму своей души. Он показывает Нанами несколько человеческих образцов, над которыми он проводил различные трансформации души, говоря, что с обычными людьми трудно работать, потому что они обычно умирают в процессе. Он спрашивает, так ли это с колдунами дзюдзюцу, подразумевая, что хочет сделать Нанами подопытным кроликом. Не обращая внимания, Нанами смотрит на часы и понимает, что уже 5:30 вечера, а его рабочий день заканчивается в 6. Поэтому ему нужно обязательно закончить уборку до этого времени, чтобы не перерабатывать. Когда Дзюнпёй подходит к дому, он видит одного из своих учителей, который сидит у ворот. Очевидно, учитель ждал его и отчитывает за то, что он не пришел на похороны своих 3 обидчиков, называя их друзьями. Это предложение так сильно задевает Дзюнпея, что он вспоминает все издевательства, которые они ему причинили, и его переполняют гнев и ненависть к учителю. Помня о словах Махита, он уже собирается проклясть учителя, когда из-за угла внезапно выбегает Юдзи и ловит проклятие, которое случайно выпустил Киотака. Хотя рядом с Дзюнпеем был еще один человек.
Поймав проклятие, Юдзи смотрит на Дзюнпея, показывая, что он его видит. Обманом заставив учителя уйти, Юдзи просит Дзюнпея пойти с ним, потому что у него есть к нему несколько вопросов. Бой под землей продолжается, и Нанами уклоняется от человека-образца, которого использует Махита, чтобы напасть на него, меняя его форму и увеличивая в размерах. В какой-то момент он оказывается на голове у человека-образца, который жалобно стонет и плачет. Он вспоминает, как Сёка говорила, что если человека превратили в монстра, то он уже не станет прежним, и лучший выход – прекратить его страдания, убив его. Он вытирает слезы с лица человека-образца и игнорирует насмешки Махита, заявляя, что не позволяет личным чувствам мешать работе. Но Махита видит его насквозь и чувствует, как дрожит его душа. Он пользуется моментом, когда противник уязвим, чтобы завладеть его душой и отступить, пока тот не успел опомниться и превратиться в оленя, чтобы убежать. К счастью, душа Нанами была защищена какой-то проклятой энергией, но если Махита коснется его еще несколько раз, то сможет подчинить себе его душу. Часы показывают 6 вечера, и Нанами официально должен работать сверхурочно. Это активирует договор, основанный на времени, и высвобождает его полную проклятую энергию, которая раньше была намеренно подавлена. Он использует свою технику соотношения на стене, чтобы она обрушилась, и Махита приходится уклоняться от падающих обломков. В этот момент Нанами внезапно появляется перед ним и отрубает ему ногу. Затем он говорит, что ему пора уходить, и они могут продолжить, если выживут. Тем временем Юдзи сражается с Джунпеем и Тао, но не может добраться до камеры Кетаки, потому что занят поимкой другого свободного проклятия. Джунпей внимательно наблюдает за ним, замечает спиралевидный узор на пуговице и вспоминает, что Махита велел ему быть дружелюбным с теми, кто носит такие пуговицы, потому что они колдуны дзюдзюцу. Юдзи теряет терпение и решает допросить его сам. Он спрашивает, не видел ли он чего-нибудь странного в театре перед убийствами, но тот отрицает, что видел, и говорит, что начал видеть проклятие только после инцидента. Юдзи удовлетворен его ответом и спрашивает, могут ли они подождать его босса, чтобы задать еще вопросы. Веря в его невиновность, он начинает разговор с Джунпеем, чтобы узнать его получше. Они обсуждают фильмы, потому что Джунпей любит кино, а Юдзи был вынужден смотреть много фильмов во время тренировок. Пока Джунпей увлеченно рассказывает о фильме ужасов, к нему подходит мама и спрашивает, кто этот парень, на что Юдзи с энтузиазмом отвечает, что они только что познакомились. Но он надеется, что они станут друзьями. Он остается на ужин и начинает рассказывать забавные истории о своем детстве и школьных годах, которые мама Джунпея находит невероятно смешными и не может сдержать смех. А может, просто потому, что выпила лишнего. Эта женщина буквально вручает Юдзи тарелку и просит его сделать что-нибудь смешное. И каким-то образом этот сумасшедший парень в итоге показывает сцену из фильма, которая очень нравится Джунпею. Они немного обсуждают это, а потом решают вместе посмотреть фильм, после чего Юдзи уходит. Но в ту же ночь и на следующий день случается несчастье, и Нанами сообщает Юдзи, что мама Джунпея умерла. Он совершенно не понимает, как это могло произойти, ведь вчера она была в полном порядке. Нанами говорит ему, что кто-то оставил на столе, на котором она спала, один из незапечатанных пальцев Сукумы, и это привлекло кучу проклятых духов. Один из них в итоге убил ее, но, к удивлению, когда на место прибыли колдуны, комната была чистой, а мама Джунпея, или то, что от нее осталось, лежала в своей постели, накрытая одеялом. Юдзи спрашивает Нанами, как себя чувствует Джунпей, но тот отвечает, что Джунпей пропал, и это очень тревожная новость. И просит Юдзи найти его и убедиться, что он ничего не натворит. Но Джунпей уже слишком далеко зашел. Когда он нашел свою мать мертвой на кухне, его сердце было разбито. Махита, который подбросил палец, чтобы устроить это, пришел к нему домой и в итоге утешил его и заставил использовать проклятые силы, чтобы отомстить тем, кто его обижал. На следующее утро Джемпе стал другим человеком. Он потерял все чувства и превратился в пустую оболочку того, кем был раньше. Он медленно подошел к школе, окутанной таинственным темным куполом, и вошел в актовый зал, где старшеклассники получали награды за свои достижения. Все ученики в зале были без сознания, кроме того, кто издевался над ним, и учителя, который видел это, но ничего не сделал, чтобы защитить его. Он прошел мимо лежащих без сознания учеников и учителя, который пытался его остановить, но Джампей устал быть слабаком и поднялся до уровня крутого парня. Он подошел к старшекласснику и спросил, не он ли оставил палец у него дома, но тот явно не понимал, о чем он говорит. Однако Джунпей решил, что с него хватит этого мира и всех его мерзких обитателей, и был готов покончить с этим дураком. Он пронзает старшеклассника своим проклятым навыком, и его руки тут же покрываются ядом.
Все его тело слабеет, а лицо покрывается синими пятнами, пока Джунпей подходит к нему и бьет его прямо в лицо. Старший падает на пол, а Джунпей продолжает избивать его до полусмерти, говоря, что он все равно умрет, независимо от того, причастен он к убийству ее матери или нет. Потому что он уже причинил ему достаточно боли на несколько жизней вперед. Он использует свои силы, чтобы поднять старшего, душит его, но внезапно ворота открываются, и в зал входит Юдзи, приказывая Джунпею остановиться. Но тот сразу понимает, что это не тот друг, которого он знал, а нечто гораздо более злое. Юдзи выбегает из зала, бьет Джунпея своими лучшими разнонаправленными ударами, но Джунпей блокирует их, призывая медузоподобного Шикигами по имени Лунный Отброс, который поглощает силу всех ударов, когда находится внутри него. Джунпей предупреждает Юдзи, чтобы тот не вмешивался в его школьные дела, но, конечно, тот не слушает. Поэтому Джунпей окружает его медузой, чтобы усмирить, пока он не убьет всех, кого захочет. Как только Джунпей собирается уйти, Юдзи вырывается из щупалец и бьет лунного отброса, из-за чего Шикигами и Джунпей падают из окна. Падая, Джунпей удивляется, почему яд лунного отброса не действует на Юдзи. Юдзи прыгает за ним, и Джунпей пытается ударить его двумя щупальцами, но Юдзи уворачивается и отталкивает их. Он бьет Джунпея прямо в лицо, из-за чего тот падает на задницу. Юдзи пытается образумить его, говоря, что он совершает безумные поступки, чтобы оправдать свои действия, и что ему стоит задуматься, стоит ли все это того, чтобы отказаться от счастливой жизни, которая у него была с матерью. Это заставляет Джунпея расплакаться и закричать, что он должен верить, что у людей нет сердец, потому что если бы они были, это означало бы, что люди прокляли его и его мать этими сердцами. Он выпускает два щупальца в сторону Юдзи, который, к удивлению Джунпея, принимает удар на себя. Он извиняется перед Джунпеем за то, что сказал раньше, не подумав о его чувствах, и Джунпей просит его поступить в школу дзюдзюцу, где он, несомненно, получит помощь от талантливых студентов и преподавателей, чтобы стать сильнее и найти того, кто проклял его мать. Как только Джунпей собирается сдаться, перед ними появляется Верджин Мохито и прижимает Юдзи к стене, превращая свою руку в щупальца. Юдзи кричит Джунпею, чтобы тот убегал, но тот стоит на месте и пытается сказать ему, что Мохито хороший человек. Внезапно он чувствует холодную руку Мохито на своем плече, и его сердце замирает. Мохито усмехается, что Юдзи такой же глупый, как и все остальные, и использует бездействие, чтобы превратить его в уродливое серое проклятие. После этого он отпускает Юдзи, чтобы начать второй раунд их битвы. Юдзи не собирается сражаться с ним, а вместо этого хватает Джунпея, который кричит, чтобы Сукуна помог ему, обещая сделать все, что угодно в обмен на то, что Сукуна вернет Джунпея в нормальное состояние. Сукуна категорически отказывается, и единственное, что Юдзи чувствует в этот момент, это смех двух злых проклятий. Проклятый Джунпей хватает Юдзи за куртку и спрашивает, почему, а потом падает замертво. В ярости Юдзи бьет смеющегося Мохито, который с удивлением видит, что у него идет кровь после удара. Он удивляется, как Юдзи смог ранить его такой простой техникой, и понимает, что Юдзи, должно быть, научился видеть души и атаковать их напрямую, потому что внутри него постоянно находится душа Сукуны. В этот момент каждая клетка в теле Юдзи хочет убить Мохито. Он наносит Мохито серию ударов, но тот уворачивается, взлетая на своих крыльях. Хорошая новость в том, что у Юдзи бесконечное терпение, и он будет атаковать Мохито, пока не попадет по нему. Но плохая новость в том, что Мохито решает перейти в наступление и превращает свою руку в смертоносное оружие. Юдзи приходится выйти из здания, чтобы избежать лезвий, и он хватает Мохито за руку, которая вытянулась слишком далеко, и тянет ее, надеясь, что Мохито не может вытянуться еще сильнее. Внезапно его руки пронзает острая боль, и он понимает, что у Мохито на руке выросли шипы. Вместо того, чтобы отпустить, как сделал бы нормальный человек, он тянет еще сильнее, пока Мохито не падает на пол. Он бьет по земле, поднимая облако пыли, и использует это, чтобы приблизиться и ударить Мохито в живот. В этот момент Мохито выпускает из живота длинные шипы, которые пронзают Юдзи насквозь. Он злится на Юдзи за то, что тот не превратился в Сукуну, и использует на его душе заклинание бездействия. Внезапно он оказывается перед Сукуной, сидящим на троне из черепов. Сукуна называет его надоедливым тараканом и предупреждает, чтобы он больше так не делал, а потом пинком отправляет его обратно в реальный мир. Юдзи хватает Мохито за лицо и несколько раз ударяет его головой об стену. Но как только он отпускает его, Мохито исчезает и появляется позади него с огромной булавой, прикрепленной к руке. Нанами приходит на помощь как раз в тот момент, когда он собирается ударить. Он замечает, что у Мохито идет кровь из носа, и спрашивает Юдзи, что тому удалось сделать, на что Юдзи отвечает, что это произошло после того, как он ударил его. Нанами понимает, что это означает, что либо техника
техники Махита не действуют на Юдзи, либо у него есть причина не убивать его, и поэтому он придумывает план, учитывая это преимущество. Он честно говорит Юдзи, что его атаки не действуют на Махита, и что им нужно атаковать Махита со всех сторон и измотать его прямо здесь. Махита превращает все свое тело в шипы, но они избегают области поражения и начинают отрубать шипы. Махита превращается в маленькую версию себя и убегает в другом направлении. Тогда Юдзи и Нанами приходят к выводу, что он накапливает энергию проклятия, прежде чем изменить форму. Махита выплевывает кучу превращенных людей и выпускает их на Юдзи. Отвратительно. Юдзи трудно с ними справиться, потому что он не может избавиться от мысли, что они люди, когда они умоляют его поиграть с ними и убить их. Тем временем Махита разбирается с Нанами и быстро прижимает его к стене. Он вслух излагает свои идеи, чтобы превратить Юдзи и использовать его против Нанами, но его прерывает Юдзи, который нападает на него сверху. Махита удивлен, потому что не ожидал, что Юдзи убьет превращенных людей. Они используют это, чтобы атаковать его, и у него будет достаточно времени, чтобы изменить форму. Не имея другого выхода, Махита расширяет домен, чтобы поймать Нанами, а Юдзи остается беспомощным. Нанами понимает, что сейчас он в безвыходном положении, потому что не может избежать прикосновений Махита, как обычно, ведь все атаки в пределах досягаемости колдуна неизбежны. Дойдя до этого тупика, он вспоминает, как 4 года назад бросил колдовство дзюдзюцу, потому что ненавидел то, что ему приходилось в любой момент рисковать своей жизнью. В то время он был биржевым брокером, работал на безжалостного босса, похожего на волка с Уолл-стрит. Его единственной целью было заработать столько денег, чтобы к 40 годам уйти на пенсию и жить в недорогой стране. Он проводил все свое время на работе, пока однажды милая и всегда улыбающаяся продавщица в пекарне, куда он заходил нерегулярно, не сказала, что он выглядит очень уставшим. Нанами ответил, что это неудивительно, ведь он зарабатывает деньги, делая богатых еще богаче, в то время как она работает в пекарне и получает за это копейки. Услышав это, она призналась, что ее постоянно мучает боль в плече, и Нанами понял, что это из-за слабого проклятия, которое, вероятно, она сдерживала в себе. Он сказал ей, что всегда удивлялся, почему ему платят так много за то, что он делает богатых еще богаче, в то время как она, работая в пекарне, получает так мало. После этого он поднял руку и сделал горизонтальный взмах, чтобы снять проклятие с ее плеч, и ей сразу стало легче. Когда он вышел из пекарни, женщина радостно поблагодарила его, и это заставило его позвонить Годжо и вернуться в школу дзюдзюцу, чтобы найти смысл в жизни. Воспоминания об этом заставляют Нанами выглядеть довольным, и он сдается, готовый умереть от рук Махита. Однако Юдзи разрушает домен сверху и врывается внутрь. Сукуна просыпается и мгновенно наносит смертельный удар Махита за то, что тот посмел коснуться его души после предупреждения. Это разрушает домен. Поскольку Сукуна уже потратил большую часть своей проклятой энергии на расширение домена, Махита использует остатки энергии, чтобы превратиться в раздутого гиганта. Юдзи наносит мощный удар кулаком, который наверняка нанесет большой урон. Но как только он попадает по Махита, тот лопается как воздушный шарик и уползает в канализацию как змея. Минами немедленно вызывает подкрепление, чтобы окружить район, но Юдзи внезапно падает на землю, потеряв сознание от ран. Минами отводит его в школу дзюдзюцу, чтобы он отдохнул, и они обсуждают события в морге. Нанами благодарит Юдзи за спасение его жизни во время расширения домена, но Юдзи говорит, что это не он его спас, а Сукуна, который напал на Махита из-за того, что тот случайно коснулся его души, когда вошел в домен. Более того, он не может смириться с тем, что убил невинных людей и лишил их заслуженной смерти. Нанами советует ему не думать об этом слишком много, потому что невозможно знать, какая смерть подходит каждому человеку, но смерть неизбежна для всех. Его единственная забота – быть надежным союзником для своих товарищей-колдунов дзюдзюцу. Тем временем Махита отдыхает в лучшем проклятом убежище с мистером Вулканом и Гиту, организатором прошлогоднего теракта в школе дзюдзюцу. Махита сообщает, что после того, как он коснулся души Сукуны, он уверен, что они должны следовать первоначальному плану Гиту, собрать все пальцы и отдать их Сукуне. Даже если это может уничтожить всех существующих проклятых духов, включая их самих. Господин глава клана Волан-де-Мортов не возражает, потому что проклятия обязательно вернутся, пока Сукуна рядом, и их единственная цель – вернуть проклятиям статус высших существ над людьми. Юти, кажется, рад это слышать и говорит, что первым делом они должны вернуть 6 пальцев, которые уже есть у техники дзюдзюцу, потому что они не хотят отдавать их Юдзи, пока не поймут, сколько он может выдержать, и есть еще одна тревожная вероятность, что они просто убьют его. Он уверяет, что его план уже в действии. В технике дзюдзюцу наступает день обмена между школами Киото, и Юдзи очень рад вернуться к своим друзьям, которые его оплакивают. Хотя Нанами думает, что увидеть его живым будет достаточно удивительно, Годжо подливает масло в огонь и настаивает, что они должны устроить какой-нибудь хитрый трюк, чтобы вернуть его. Тем временем ученики Киото во главе с Ютой, полумагом первого ранга, прибыли к главным воротам и разгромили учеников Токио. Как обычно, Годжо появляется с опозданием, с тележкой и сувенирами для учеников Киото.
Вручив им сувениры с талисманами, он показывает тележку ученикам Токио и открывает ее, чтобы показать живого и здорового Юдзи. Юдзи принимает эффектную позу и с восторгом смотрит на радостные лица Мегуми и Набары, но видит, что они встревожены. Годжо возвращает тележку обратно, чтобы убить своих учеников, и представляет его как сосуд Сукуны, но даже они слишком увлечены сувенирами, чтобы обращать на него внимание. Юдзи уже подумывает о том, чтобы действительно умереть, когда Набара и Мегуми подходят к нему и требуют объяснений, а Набара едва сдерживает слезы. Юдзи тоже старается не плакать, когда извиняется перед ними за то, что не рассказал раньше. Первое испытание двухдневного обмена опытом – командная битва, цель которой – победить проклятие второго уровня, выпущенное в округе. В округе также есть множество проклятий третьего уровня и ниже, и если ни одна из команд не победит до заката, то победит та команда, которая проявит больше духа. Единственное правило – нельзя наносить серьезные травмы или убивать соперников. Студенты из Токио собираются на совещание, чтобы обсудить стратегию. Хотя все идет по плану, им нужно изменить стратегию из-за Юдзи. Он говорит, что хорошо дерется, но Панда отвечает, что у них и так достаточно бойцов. Мегуми же утверждает, что Юдзи силен, и он победит, даже если все вместе нападут на него. После того, как план был составлен, Мегуми спрашивает Юдзи, что случилось, пока он был мертв. Юдзи сначала пытается это отрицать, но потом признается, что кое-что произошло, но это только укрепило его решимость больше никогда не проигрывать. После этого команда из Токио готовится надрать задницы команде из Киото. Когда начинается командное соревнование, команда из Токио разделяется на две группы. Как и планировалось, Тото нападает на них один, и Юдзи бьет его по яйцам, пока остальные разделяются на две группы, возглавляемые Пандой и Мегуми. Идея в том, что Тото достаточно силен, чтобы победить всю команду сразу, поэтому они жертвуют одним членом команды, а остальные убегают. Как только все отходят подальше, Юдзи отпускает его, но, к удивлению, Тото не реагирует на неожиданное нападение. Тото бьет его кулаком, и тот отлетает к дереву, а Тото начинает бить его по лицу, пока тот не теряет сознание. Довольный своей победой, Тото готовится к следующей схватке, но Юдзи поднимается на ноги. Впечатленный, Тото пытается понять, что он за человек, и спрашивает, какие девушки ему нравятся. Юдзи устал от этого вопроса, но гордо отвечает, что ему нравятся высокие девушки с большой грудью. Тото сразу понимает, что Юдзи культурный человек, и представляет себе альтернативную вселенную, где они с Юдзи лучшие друзья, которые вместе переживают отказ красивых девушек. Эта сцена так трогает его, что он начинает плакать и называет Юдзи своим лучшим другом. Внезапно на Юдзи начинают сыпаться пули, но он уворачивается благодаря своей молниеносной реакции. Пока мужчина продолжает стрелять в него, мечница Мива нападает на него, но он тоже уворачивается. Он оказывается окружен членами команды Киото и понимает, что они хотят его убить. Все замирают на месте, пока не раздается хлопок, и каким-то образом Юдзи и лучник меняются местами. Перед ними появляется Тона, и Юдзи наблюдает, как члены команды Киото дерутся между собой за право убить его, и в итоге все, кроме Тона, отступают. Тем временем два члена команды Токио пытаются понять, почему команда Киото собралась в том же месте, где они оставили Юдзи, хотя проклятия там нет. Обе команды считают, что это произошло потому, что морщинистый старик, директор школы, приказал команде Киото убить Юдзи во время командного турнира. Набара считает их поведение отвратительным, но Панда говорит, что она предвзята, потому что знает Юдзи лично. Но для других колдунов из школы дзюдзюцу он угроза, сосуд для Сукуны. Панда и Набара решают проверить, в безопасности ли Юдзи, а Това ищет проклятие второго уровня, надеясь закончить турнир до того, как команда Киото убьет Юдзи. Параллельно с этим Мегуми и Маки тоже возвращаются к Юдзи. По пути они встречают низкоуровневую летающую ведьму по имени Момо, которую Мегуми сбивает с ног, ударив током с помощью заряженных крыльев. Затем он скрещивает клинки с Камо и Маки с Мейвой, чтобы узнать об их намерениях убить Юдзи. Камо насмешливо отрицает обвинение, но Мейва признается Маки, когда они остаются одни, что она против убийства Юдзи, в отличие от своих товарищей по команде. И хочет только выиграть турнир, чтобы получить хорошую рекомендацию для повышения, потому что ей надоело быть бедной. Маки нравится ее отношение, и они соглашаются честно сражаться в духе турнира. Тем временем Юдзи и Тона дерутся, и Юдзи удается выстоять благодаря своей ловкости и огромной силе, несмотря на то, что он меньше ростом. Тона впечатлен его способностями, но злится, когда замечает его странный кулак, и называет его медленную проклятую энергию плохой привычкой, которая делает его слабым. Юдзи злится на это и начинает драться с ним еще яростнее, блокируя все удары Тона, включая один из его правых хуков, на который Юдзи сразу же отвечает левым хуком. Этот прием показывает, что Юдзи уже стал сильнее с начала боя. Юдзи сбивает его с ног, и тот падает с улыбкой на лице. Юдзи видит в этом возможность ударить его кулаком, но тот и успевает увернуться и бьет его головой.
Затем они начинают настоящий спарринг, и Тота объясняет, что хотя его необычные кулаки могут сбить с толку более слабых противников, против сильных духов они бесполезны. Поэтому ему нужно избавиться от этой задержки, отбросив типичную идею о том, что его проклятая энергия возникает из негативных эмоций в животе, которые должны перетекать в кулаки, прежде чем он сможет использовать ее. Вместо этого он должен понять, что его проклятая энергия существует в его теле и душе одновременно. Это открытие пробуждает проклятую энергию в теле Юдзи, и они снова вступают в бой с Тота, надеясь, что Юдзи выживет и продолжит свой путь к абсолютной силе. В другом месте леса Панда и Набара загоняют в угол Момо, которая приходит в себя после удара током от шишики игры Мегуми. Набара начинает издеваться над ней, что очень злит Момо. Внезапно луч проклятой энергии сбивает Панду с ног, и из тени появляется странный парень из Киото по имени Микамару, уверяя Набару, что панда не умрет, потому что он проклятый труп. Момо останавливает его, потому что хочет разобраться с Набарой сама. Панда говорит, что он в порядке и пытается ударить Микамару, но тот оказывается невредим. Мекамару активирует свой меч-аукцион, и на его правой руке появляется множество вращающихся лезвий, которыми он атакует панду. Панда едва успевает увернуться и пытается оценить своего противника, в том числе то, что он специализируется на атаках дальнего боя. Он спрашивает, какой у него ранг, и думает, что он примерно второго ранга, но Мехамару говорит, что на самом деле он примерно первого ранга. Мехамару использует мощные атаки по большой площади, но быстро переключается на точечные атаки, чтобы попасть в ядро панды, потому что каждый проклятый труп победил. Панда начинает наносить удары руками и ногами, чтобы одолеть Мехамару, и делает паузу, чтобы сказать, что понял, что робот не проклятый труп, как он, а искусственное тело, которым управляет маг дзюдзюцу. Догадка панды верна, и Мехамару говорит, что его настоящее тело находится в ванне, потому что он родился с исключительными способностями, но у него нет правой руки и обеих ног. Его кожа настолько чувствительна, что даже горит под лунным светом, и он постоянно испытывает боль. Он злится, что проклятый труп, такой как панда, может спокойно гулять под солнцем, а у него никогда не было такой возможности. Сказав это, он концентрирует огромное количество энергии в своей второй ультрапушке, и панде ничего не остается, кроме как принять удар. Потому что он знает, что Набара попадет под обстрел, если он увернется. Мехамару думает, что уничтожил панду, выстрелив в него огнем, но панда появляется из дыма в виде гигантской гориллы с бивнями. Мехамару не понимает, что произошло, пока панда не объясняет, что он не обычный проклятый труп, а лучший из созданных Масамичи. У него не одно, а целых 3 ядра. Только одно из ядер действует как основное и определяет форму его тела. Обычно его ядро – это его собственное ядро, и оно принимает форму панды, чтобы подчеркнуть баланс, но ядро его сестры застенчивое и не имеет своей формы. А ядро его брата принимает форму гориллы, чтобы подчеркнуть силу. Луч Мекамуры попал в ядро его сестры, а вторая ультрапушка истощила ядро панды, оставив только ядро гориллы его брата. Панда использует свою новообретенную силу и ударом ладони отправляет Мекамару в полет на крышу здания, используя свою особую способность – неблокируемый барабанный ритм, который полностью повреждает правую руку Мекамару. Панда продолжает бой в ближнем бою, потому что там у него преимущество, но Мекамару удается вырваться, бросив плитку ему в лицо, чтобы отвлечь его. Как только он создает достаточное расстояние, он в последний раз использует свою пушку, чтобы ударить панду в то место, где сконцентрировано больше всего проклятой энергии, полагая, что это его ядро. Однако панда хватает Мекамару за руку и снова удивляет его, показывая, что он может подделать местоположение своего ядра, изменяя проклятую энергию своего тела. Наконец он бьет Мекамару по лицу и побеждает его. После боя панда говорит Мекамару, что он никогда не чувствовал себя по-настоящему своим среди других колдунов, потому что они все люди, но никогда не завидовал им. Он напоминает Мекамару, что они не должны быть врагами, и что если он когда-нибудь захочет чего-то добиться, панда поможет ему. Его слова находят отклик у Мекамару, который признается, что всегда чувствовал себя отстраненным от своих товарищей и что единственное, чего он когда-либо хотел, это по-настоящему идти с ними. Он спрашивает панду, будет ли тот помогать ему после того, как увидит его настоящее искалеченное тело. На что панда отвечает, что не в том положении, чтобы судить о внешности людей, ведь он настоящая панда. После этого Мекамару уходит с турнира, чувствуя себя немного счастливым. Пока продолжался этот бой, Маки и Майва какое-то время сражались на мечах. Майя поражена невероятной силой Маки. Она вспоминает, как Май самодовольно говорила ей, что Маки слаба и навсегда застрянет на 4-м уровне, потому что у нее нет проклятой энергии. Но сейчас ее избивает так называемый маг 4-го уровня. Миу не могла атаковать, потому что Маки постоянно атаковала ее длинным мечом, который она могла поворачивать на 360 градусов в таком тесном пространстве. В конце концов, Маки сбила ее с ног одним ударом и отправила в неглубокий ручей. Она старается держаться подальше от Маки и пытается использовать свою способность простой домен, чтобы обезоружить ее.
Маки понимает ее план, ломает свое копье и отбрасывает Миву. Мива отражает удар, но не ожидает, что Маки бросит в нее неожиданное оружие. Неожиданный элемент позволяет Маки оттолкнуть ее от доменной зоны и в итоге обезоружить ее приемом айкидо, завершая бой. Тем временем Набара пытается не отставать от Момо, которая летит на своей метле и постоянно атакует ее сильной проклятой энергией. Пока она приходит в себя после одной из атак, Момо слезает с метлы и бьет Набару по лицу, что ее очень злит. Момо пользуется случаем и начинает читать ей лекцию о том, что от женщин-колдуньи не только требуется мастерство, но и безупречный внешний вид. Набару плевать на то, что она говорит, и она бросает в нее свои проклятые энергетические ногти, от которых Момо легко уклоняется, посылая в ответ еще одну волну ветра. К счастью, Набура выдерживает это и остается на ногах. Момо думает, что нужно увеличить свою силу, но понимает, что не может, потому что ей нужно направлять энергию проклятия в голову и уши, чтобы защититься от внезапной атаки Тога, чья способность ее пугает. Набура продолжает бросать в Момо ногти, но промахивается, а Момо продолжает читать лекцию, говоря, что на Мэй оказывается еще большее давление, чем на других женщин-колдуней, потому что от нее ждут соответствия стандартам семьи Зенин. Набару все равно ее не жалеет, потому что ее несчастье не оправдывает того, что она плохой человек. Особенно потому, что ее сестра Маки намного добрее, несмотря на то же воспитание. Точно так же она отказывается осуждать своего доброго друга Юдзи только потому, что он стал сосудом для проклятия. Сказав это, она активирует свою проклятую технику, заставляя все ногти, которые она воткнула раньше, взорваться и высвободить большое количество проклятой энергии. Она пользуется тем, что Момо отвлеклась, подпрыгивает и хватает конец своей метлы, но Момо быстро отталкивает ее. Но этого короткого мгновения хватает, чтобы выдернуть одну из щетинок из метлы и прикрепить ее к соломенной кукле, сбив Момо с ног. Пока Момо лежит на земле, Набару несколько раз бьет ее игрушечным молотком, наполненным проклятой энергией, потому что обычный молоток мог бы ее убить. Когда Момо уже почти победила, Мэй стреляет в Набару с большого расстояния, чтобы вырубить ее. Как только Мэй стреляет, перед ней появляется Маки, чтобы сразиться с сестрой 1 на 1. Мэй стреляет в нее, но постоянно промахивается, потому что Маки прячется в слепых зонах и неожиданно нападает снизу, от чего ломается ветка дерева, на которой стоит Мэй. Как только Мэй оказывается на земле, Маки сбивает ее с ног, и Мэй признает, что у ее сестры есть талант, которого у нее никогда не было. Даже когда они были детьми, она казалась бесстрашной, потому что не видела проклятий и не боялась их. Мэй изо всех сил пытается попасть в Маки, но та бегает так быстро, что ее даже не видно. Когда Мэй выпускает шестую пулю, Маки бросается прямо на нее, чтобы закончить бой, пока Мэй перезаряжает пистолет. Но Мэй создает седьмую пулю с помощью своей техники проклятий, которая тратит всю ее энергию, чтобы выстрелить в Маки в упор. Однако Маки просто ловит пулю голой рукой и решительно заканчивает бой. Мэг не может не жалеть себя, потому что, хотя ее сестра была отвергнута семьей из-за отсутствия проклятой энергии, именно она обладает сверхчеловеческой физической силой. В конце концов, она не выдерживает и спрашивает, почему Маки ушла из семьи и стала сильной, признаваясь, что никогда не хотела становиться колдуном. И не была бы счастлива, если бы просто занималась домашними делами, но чувствовала, что должна пойти по стопам Маки, потому что у нее есть проклятая энергия. Маки отвечает, что если бы она не стала сильнее, то возненавидела бы себя. Она извиняется перед Мэй перед тем, как уйти. В другом месте между Мегуми и Камо завязывается ожесточенная схватка. Камо непрерывно стреляет проклятыми энергетическими стрелами, которые, кажется, обладают собственной волей и могут изгибаться под углом. Мегуми хватает одну из них и видит на наконечнике следы крови, что наводит его на мысль, что техника Камо — это манипуляция кровью, которая позволяет ему контролировать свою кровь и предметы, соприкасающиеся с ней. Это объясняет, почему стрелы ведут себя не по законам физики. К удивлению Мегуми, Камо стреляет последней стрелой в потолок и использует ее как отвлекающий маневр, чтобы подобраться к Мегуми и нанести ему сильный удар. Мегуми не успевает защититься своей тонфой и поражается его силе, которая стала намного больше, чем раньше. Он понимает, что Камо использует свою технику манипуляции кровью, чтобы увеличить свою физическую силу, изменяя частоту сердцебиения и другие крутые штуки. Они продолжают сражаться в ближнем бою, пока Камо не ломает обе тонфы Мегуми. Камо немного расслабляется и говорит, что хочет убить Юдзи не потому, что так приказал директор Гакуганзи, а потому, что считает это правильным решением как глава семьи Камо. Он пытается убедить Мегуми, что они одинаковые, но это расстраивает Мегуми, который говорит, что порвал все связи с семьей Зенин. Затем Мегуми приказывает одному из своих лягушачьих шикигами напасть на Камо со спины, из-за чего Камо поворачивается, но шикигами исчезает.
Он тут же поворачивается к Мегуми, но уже слишком поздно, потому что Мегуми уже призвал своего недавно появившегося Шикигами гигантского слона. Он создает огромную волну воды, которая сбивает Камо с ног. Затем Мегуми призывает новую, которая бьет Камо током, пока он в воздухе, но он быстро приходит в себя, вспомнив о своей матери, и бросает в новую пакет с кровью, чтобы использовать манипуляцию кровью и связать ее. Когда наступает кульминация битвы, из земли вырываются оглушительный шум и толстые коричневые корни, которые, извиваясь как змеи, направляются к ним. Тоги, который бежит по соседней крыше, использует свою проклятую речь, чтобы приказать им бежать, и это мгновенно действует на них. Высокопоставленные лица, которые спокойно наблюдали за происходящим, немедленно получают уведомления о беспорядках и наконец-то отрывают свои задницы от кресел, чтобы вмешаться. Однако, когда Годжо и остальные добираются до места, там уже установлена завеса. Годжо отбрасывает назад, как только касается завесы, но, как ни странно, Юта Хайм может спокойно пройти сквозь нее. Годжо догадывается, что завеса была создана очень сильным пользователем проклятий, чтобы блокировать Годжо, но позволить другим волшебникам свободно передвигаться. Он говорит им идти дальше без него, пока он будет пытаться разрушить завесу. Как только они входят, они сталкиваются с лысым чудаком с топором. Гакуган Дзи воспринимает это как вызов своему статусу лысого чудака и достает из ниоткуда электрогитару, чтобы сразиться с ним. Тем временем Мегуми, Тоги и Кема оказываются лицом к лицу с тем же проклятием особого класса, которое напало на Годжо по имени Ханами. Ханами ничего не делает, только смотрит на них какое-то время, поэтому Мегуми нарушает неловкое молчание, пытаясь позвать Годжо. Но дух внезапно бросается на него и разбивает его телефон. Ханами останавливает Тогу своей проклятой речью, во время которой Камо использует манипуляции с кровью, чтобы создать вращающееся лезвие и нанести удар. Но это не действует на Ханами. Ню пытается ударить его током, но Ханами уклоняется от удара, а затем наносит удар скрытой катаной Мегуми, но даже это не оставляет на нем ни царапины. Внезапно Ханами начинает говорить на непонятном языке, но каким-то образом они понимают его. Он говорит, что его единственное желание защитить природу, которая устала от людей и больше не может с ними сосуществовать. Поэтому он уничтожит людей, чтобы дать природе время восстановиться. Тога использует свою проклятую речь, чтобы каждый раз, когда Ханами приближается к ним, он отступал, но с каждым разом это становилось все менее эффективным. Мегуми посылает Ню атаковать Ханами, ожидая, что Тога заморозит его, но Тога в итоге начинает кашлять кровью от усталости, а Ханами пронзает Ню насквозь. После этого Ханами запускает в них гигантские шары, которые сбивают Камо с крыши, и Мегуми остается один на один с Ханами. Однако Тови удается подняться и использовать последние силы, чтобы сказать «бегите», после чего он падает без сознания. Ханами оказывается погребен под обломками, но вскоре он снова поднимается и без труда отбивает внезапную атаку Маки сзади. Маки наносит удар специальным посохом третьего уровня под названием «Игривое облако», который отбрасывает Ханами в реку. Мегуми призывает божественного пса, который теперь обладает объединенной силой белого и черного божественных псов, после того, как белый был полностью уничтожен. Пес прыгает и атакует Ханами с невероятной скоростью, чтобы отвлечь его, а Маки атакует Ханами черной катаной Мегуми. Ханами едва успевает блокировать удар, когда Мегуми бьет его по затылку облаком. Они быстро меняют оружие и нападают вместе. Но как только кажется, что они набирают обороты, Мегуми чувствует резкую боль в животе и понимает, что его заразили уродливыми спорами, называемыми семенами проклятия. Увидев, что он ранен, Маки теряет боевой настрой и попадает в захват. Мегуми заставляет себя собрать как можно больше проклятой энергии, несмотря на боль, но, к счастью, Юдзи и Тота прибывают вовремя, чтобы спасти их. Мегуми предупреждает Юдзи, чтобы тот не сражался с Ханами, но Юдзи смотрит на него с беззаботной улыбкой, чтобы заверить, что все будет хорошо. Это напоминает Мегуми о том, как он выглядел раньше, и он решает отступить вместе с пандой, которая несет Маки. Как только они уходят, Тота делает шаг назад и, как обычно, говорит Юдзи, что не будет вмешиваться, пока тот не покажет что-то под названием «Черная вспышка». Юдзи сначала брызгает водой, чтобы скрыть свои движения, и бросает камни в Ханами, чтобы отвлечь его, а затем незаметно подходит и наносит Ханами несколько ударов с разворота. Ханами понимает, что его сверхчеловеческая скорость даже выше, чем у Маки, но считает, что ему не хватает силы. Он оставляет свой торс открытым, недооценивая силу Юдзи, и тот пытается ударить его, используя черную вспышку, но у него ничего не получается. Тотем замечает, что Юдзи беспокоится о своих раненых друзьях, поэтому он вмешивается, дает ему пощечину, чтобы он сосредоточился, и напоминает ему, что нельзя позволять гневу мешать его выступлению. Он снова дает ему пощечину просто так, ради смеха. Этот прием сработал, и Юдзи снова вступает в бой, сосредоточившись на нем так сильно, что у него даже слюнки текут. Он вкладывает столько скорости и силы в следующий удар, что его проклятая энергия почти одновременно выплескивается в него, искажая пространство и заставляя его проклятую энергию вспыхнуть черным светом, в результате чего удар становится в 2,5 раза сильнее обычного. Первая успешная черная вспышка Юдзи наносит значительный урон Ханами,
которому приходится потратить много проклятой энергии, чтобы восстановить руку. Тона подходит к Юдзи как гордый отец и говорит, что он стал совершенно другим человеком после черной вспышки, потому что эта техника меняет понимание колдуном истинной природы проклятой энергии. После этого Тодо присоединяется к Юдзи в бою против Ханами, который понимает, что ему нужно выложиться на полную, и срывает повязку с раненой руки, обнажая зловещий бутон цветка. Он начинает атаку, выпуская гигантские корни, но его противники уворачиваются, взбираясь на них. Ханами преследует их по корням, нанося удары, но не может их скоординировать. Они пытаются снова, но на этот раз Ханами убирает все корни и заставляет их упасть, посылая два шипастых корня. Однако они быстро реагируют и отталкивают друг друга ногами, чтобы избежать удара. Ханами удивлен, что они смогли увернуться от этой атаки, но вместо того, чтобы расстроиться, он чувствует, как в нем просыпается что-то новое. Он вспоминает разговор с Махито, в котором тот убеждал его не просто сражаться ради своих убеждений, а получать удовольствие от боя. Потому что проклятые духи созданы для сражений и причинения боли. Махито считал, что Ханами сдерживает свою истинную силу, потому что не вкладывает в это всю душу. Теперь, когда Ханами защищается от атак Юдзи и Тота, он думает о Махито и признает, что наконец-то наслаждается боем. Тем временем Тота решает, что пришло время раскрыть свою технику проклятия. Поскольку у него нет времени объяснять, он говорит Юдзи, чтобы тот просто доверял ему и не останавливался, что бы ни случилось. Они вместе бросаются на Ханами, но внезапно нога Тота попадает в ловушку одного из корней Ханаки и отлетает прямо к группе острых, как бритва, корней. Ханами думает, что для Тота это конец, но в ушах у него звенит, и он чувствует, как его пронзают собственные корни. Юдзи в шоке видит, что Тота стоит рядом с ним. Именно тогда Тота раскрывает свою технику проклятия, которую он поэтично называет буги-вуди, позволяющую ему поменяться местами с кем-то другим. Прежде чем Ханами успевает понять, что происходит, они снова бросаются на него, чтобы атаковать, а Тота сбивает его с толку, постоянно меняя ваши позиции. Они наносят несколько ударов Ханами, который понимает, что теперь он в безвыходном положении. Он видит, как Юдзи идет на него с прямым ударом и знает, что будет дальше. Юдзи полностью сосредоточен и наносит 3 черных удара подряд. Он использует свою 4-ю способность, но на этот раз Ханами пытается контратаковать, почувствовав, что Тота собирается хлопнуть в ладоши и поменяться с ним местами. Однако Юдзи остается на месте даже после хлопка, и Тота понимает, что Ханами попался на его уловку, решив, что хлопки в ладоши означают активацию его проклятой техники. Юдзи использует свою 4-ю способность подряд, и он единственный из всех магов, кто делал это так много раз. Ханами постепенно привыкает к этой технике и атакует сразу после того, как они меняются местами, но после всех этих черных вспышек у него осталось так мало проклятой энергии, что он едва держится на ногах. Теперь Тота открывает гигантский бутон на своем плече, чтобы показать скопление проклятых бутонов. Они одновременно выстреливают в них, и Тота хлопает в ладоши, чтобы поменяться местами с Юдзи и Ханами, подставляя себя под удар проклятия. Это заставляет Ханами понять, что техника Тота не позволяет ему поменяться местами с кем-то другим. Тота окружает свое тело слоем проклятой энергии, чтобы защититься от проклятых бутонов, но вспомнив, как бутоны на ране Мегуми росли, он догадывается, что проклятые бутоны цепляются за проклятую энергию. В последний момент он убирает всю проклятую энергию, и все бутоны отскакивают от него, разозлив Ханами. Они продолжают наносить удары по слабеющему проклятому духу, и тот решает, что пора использовать свою проклятую технику в полную силу. Буги-вуги не только позволяет ему менять местами людей, но и предметы с проклятой энергией, поэтому он меняет Юдзи местами со специальным инструментом игривым облаком. Маюми рассказала ему, где спрятан меч, и что ветви на лице Ханами его слабое место. Тона бьет Ханами по лицу проклятым оружием, но этого недостаточно, чтобы его победить. В качестве последнего средства Ханами касается земли, и внезапно все деревья вокруг них увядают. Он объясняет, что его левая рука может поглощать жизненную силу растений и превращать ее в проклятую энергию, которую может использовать бутон цветка. Чтобы Тона не смог сбежать, он решает применить технику расширения домена. Но прежде чем он успевает произнести слова, завеса над кампусом поднимается, и Годжо видит, что он парит в воздухе. Он анализирует ситуацию, чтобы составить список приоритетов. Переглянувшись с Юдзи, он признает, что его навыки значительно улучшились после командного турнира и предполагает, что это из-за влияния Тона. Решив, что им не нужна помощь, он первым прерывает бой между лысыми и мгновенно лишает мистера Топора конечностей, чтобы тот не сбежал, пока они его не допросят. Он предполагает, что даже Ханами попытается сбежать, прежде чем он доберется до увядшего леса, поэтому он комбинирует технику проклятой косы, синюю, и технику перевернутого проклятия, чтобы создать технику пустоты, фиолетовую, которая посылает поток разрушительной проклятой энергии через лес и почти уничтожает Ханами, который пытается сбежать, обвиваясь корнями. Эта техника оставляет после себя только след разрушения
решение, и невозможно понять, был ли Ханами побежден или сбежал. Как только все плохие парни исчезают, Годжо широко улыбается, но знает, что их проблемы еще не закончились.